В этом видео 50 гениев сразятся против 1000 идиотов. Но перед началом не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Для этого сражения я построил вот такую карту. Как вы можете заметить, это карта большого размера. Чтобы гениям и идиотам хватило здесь места. Посади 1000 идиотов на маленькую карту, они бы сразу ее заселили. А здесь гении получат тут какое-то время для своего развития. Эту карту, как и все другие карты, которые я использую в видео, можно скачать в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. В мировых законах мы отключаем восстание и включаем разгневанных жителей. Также мы выключаем голод и старость. А еще убираем природные катаклизмы и другие бедствия. Приступим к спавну наших гениев. Вот он, первый гений, он создает королевство. Теперь нам необходимо заспавнить 49 будущих гениев. Гении появились, теперь нам необходимо выдать им соответствующую черту. Гениям мы дадим сразу две черты. Это черта гений, соответственно, а также черта мудрый. Обе эти черты дают буст к интеллекту. Оп! Вот и 50 гениев. Для большей скорости развития предлагаю также дать им кофе. Nice. На другом конце карты мы будем спавнить идиотов, и нам нужно заспавнить целую 1000. А вот она и безмозглая биомасса. Им выдаем черту глупый, а также черту сильный. Все-таки гениям я дал кофе, который их ускоряет, и обделять идиотов как-то неправильно. Ну и конечно же выдаем нашим идиотам эти две черты. Королевство идиотов я назову идиократия. И также дам им слоган, который их прекрасно описывает. Отлично. Также предлагаю поменять им флаги. По-моему, весьма неплохо. Также переименовываем королевство гениев. Его я решил назвать Гениленд. И также даем соответствующий слоган. Вроде как отлично подходит. Также предлагаю поменять эмблему на флаге. Книга отлично им подойдет. И как мы видим, наше королевство потихоньку начали исследовать территорию. Гении уже построили себе костер, палатки, и между прочим, они уже изучили дома. Но они действительно гениальны. Скорость их развития просто поражает. Гении основали первую колонию, в которой уже живет 26 человек. Они уже в этой колонии построили костер, 2 палатки и 2 домика. Но идиоты от гениев не отстают. Не забывайте, популяция идиотов 1000 человек. А значит, и скорость их развития тоже высокая. В своей столице они также построили костер и также улучшили палатки до домиков. И помимо этого, идиоты также основали колонию. Можно сказать, что два королевства идут рука об руку. Вот как у нас обстоят дела по исследованию в идиократии. Они имеют всего лишь первый уровень культуры, а скорость получения знаний 1,5. На данный момент они изучили только дом первого уровня и изучают производство оружия. А вот гении уже имеют 4-й уровень культуры. И скорость получения знаний 7,5. Они изучили дом первого уровня, дом второго уровня, острые топоры, а также производство оружия. На данный момент они уже изучают мечи. Гении определенно развиваются гораздо быстрее. Но в любом случае пока что у них очень маленькие шансы, потому что их популяция всего 54 человека. В то время как у идиотов 1000, она даже не уменьшилась. Я думал, их популяция немного сократится за счет того, что многие просто умрут от голода. Но нет, они живут. И думаю, как только они изучат дома второго уровня, они начнут увеличивать свою популяцию. Мы можем наблюдать за тем, как идиоты очень быстро расширяют свою территорию. Совсем немного, и они дойдут до грибного биома. И вот идиоты основывают аж 2 новых поселения. Одно поселение находится прямо на границе, и на территории этого поселения есть руда. Другое же поселение касается грибного биома. Конечно, гении пытаются догнать идиотов. Они также только что основали новую колонию, в которой, правда, они пока что строят только костер. Но думаю, в скором времени мы здесь увидим уже новые домики. Как вы можете заметить, популяция гениев уже 94 человека. Они уже построили ратушу в своей столице. И не только в столице, между прочим, а также в своей первой колонии. Помимо прочего, гении начали строить мельницы. На их территориях уже 2 штуки. А идиоты, как вы могли видеть, в своей столице даже не имеют ратуши. Но зато идиоты очень быстрыми темпами увеличивают свою территорию. Популяция гениев перевалила за 100. Их уже 122. У меня тревожный звоночек для гениев. Идиократия также начала увеличивать свою популяцию. Их популяция уже прибавила 3 человека. Если же все так продолжится, то гении будут явно в невыгодном положении. На данный момент идиоты имеют 3-й уровень культуры. И скорость получения знаний 2. Они уже изучили острые топоры и производство оружия, а также изучают мечи. В то время как гении уже имеют 9-й уровень культуры и скорость получения знаний 8,3. Они изучили дом 3-го уровня, мельницы и дороги. Также они уже освоили мечи и торговлю. Только что гении основали 2 новых поселения. Идиоты не отстают и также основывают новую колонию. Гении на своей территории начали строить активно тропинки. Они уже построили дороги буквально к каждому дому. Благодаря своим новым поселениям гении и идиоты теперь имеют выход к воде. Очень забавно, что несмотря на свою малую популяцию, гении быстрее идиотов дошли до самого центра карты. В то время как идиоты почему-то ютятся в углу и не продвигаются дальше. Идиоты основали еще аж 2 новых колонии. Одно имеет название Екамон... Что? А второе... Короче, вы поняли. Гении пытаются не отставать, и они также основывают новую колонию, название которой Мансин. Пока что здесь строится только костерчик, но это уже значит, что гении начали продвигаться в правую сторону карты. Население гениев перевалило за 300. Такими темпами они себе очень быстро полкосаря набьют. Гении имеют уже 14 уровень культуры и получение знаний 13,8. Они уже исследовали транспортные лодки и порты, дом 4-го уровня, управление 1-го уровня, а также они исследовали трансформацию культуры, которая увеличивает шансы на преобразование других
других культурных зон. А это уже интересно. Гении уже построили порт и целый корабль. Правда, зачем нужен корабль в этой луже, для меня остается загадкой. А идиотам до них как раку до Китая. У них всего 6-й уровень культуры, а скорость получения знаний 4. И за все прошедшее время они исследовали мельницы. Хорош. И на данный момент они исследуют дороги. Похоже, идиоты все-таки решили продвигаться к центру карты. Они основали новую колонию, которая откроет им путь к самому центру карты. А центр карты у нас довольно богат ресурсами. Помимо этой колонии у идиотов появилась еще одна. Правда, эта колония находится на границе карты, но все равно это означает то, что их популяция увеличивается. И это правда, потому что популяция идиотов уже равна 1078. Гении основывают сразу 4 новых колонии. И скажу вам честно, большая половина карты принадлежит гениям, несмотря на их малую популяцию. Гении улучшили свои ратуши до 2-го уровня. А помимо этого они изучили шахты. И на их территории они уже появились. Помимо этого гении начали строить статуи. Идиоты же наконец-то начали застраивать свое королевство дорогами. Ну а также в их королевстве начало появляться больше мельниц. Популяция гениев уже перевалила за 6 соток. А также идиоты и гении теперь имеют общую границу. В самом центре карты. На территории гениев появились первые казармы. А это уже значит то, что они имеют очень сильные войска. Идиоты имеют 10-й уровень культуры. А скорость получения знаний 8,8. Они наконец-то изучили мечи. Помимо этого у них изучены порты, дом 3-го уровня, а также у них появились топоры. Гении имеют уже 21 уровень культуры. What? А скорость получения знаний 23,5. Они изучили казармы, шахты, дома 4-го уровня, получение знаний 1-го уровня, контроль 2-го уровня, а также они изучили жилищный вопрос, который повышает максимальное количество людей, которые могут жить внутри домов. Помимо этого гении построили еще один порт с кораблем. Later. Не прошло и века, как гении объявили войну идиотам. На данный момент гении представляют собой огромнейшую силу. Их популяция практически дошла до 1000, в то время как популяция идиотов 1200. Как мы можем видеть на карте, аж 3 армии гениев двинулись на территорию идиотов. Но идиоты первыми нападают и начинают захватывать колонию гениев. И идиоты отбирают колонию. Но гении также отвечают им и направляют аж 5 армий на одну колонию идиотов. Конечно же, захватывают ее. Сражение происходит на всей границе. Гении захватывают еще одну колонию идиотов, а идиоты пытаются захватить колонию гениев. Не знаю, получится ли это у них. В то же время гении захватили еще одну колонию и пошли атаковать следующие, но здесь им дают отпор. Идиоты пытались дать отпор, но у них это не вышло. Одно поселение идиотов было полностью сожжено. Просто дотла, вы посмотрите на это. Гении продвигаются все дальше вглубь территории идиотов, и идиоты не могут им дать отпор. Население идиотов на данный момент составляет 763 человека. На самом деле у них еще есть шансы, они могут отбиться, но гении беспощадно наступают вперед. И вот армия гениев и идиотов столкнулись прямо в центре поселения, рядом с костром. Столица идиотов была захвачена, и королевство идиотов полностью уничтожено. На этот раз мы узнали, что 50 супергениев могут вчистую развалить аж 1000 идиотов. Оставляйте свои идеи в комментариях и подписывайтесь на канал. Всем пока!